Только не говорите. Если я палку сломал. Друзья, приветствую вас на нашем семейном канале про путешествия. В этом дебютном видео хочу поделиться с вами впечатлениями о нашей первой большой поездке с прицепом и автодомом на Азовское море. Мы долго ее ждали, откладывали из-за кое-какого ремонта, но все-таки дождались. Что ж, друзья, приятного просмотра. В самом начале нашего путешествия я немного приболел, поэтому снимать начал только с этой локации, а именно с кемпинга «Фамильный», что расположен в станице Старокорсунская города Краснодар. Кстати, очень достойное место, можно сказать, европейского уровня. Здесь мне удалось пообщаться с управляющим директором объекта, и он поведал мне о том, как создавался кемпинг и о планах его развития. Площадка для размещения автодомов сделана очень грамотно с технической точки зрения. Она идеально ровная. При строительстве под ней была проложена специальная сеть дренажных коммуникаций. Весь поступающий объем воды, будь то дождь или переполненный бак для слива серой воды, быстро проходит сквозь поверхность площадки и отводится в систему водоотведения комплекса. У каждого питча есть своя розетка для подключения к сети 220 вольт. Кроме того, в наличии колонки для набора воды. Кстати, вода по заверению управляющего проходит через профессиональную станцию фильтрации и пригодна для питья. На выезде есть даже сервисная зона для автодомов. Она включает в себя место для слива серой воды, это то, что справа. Слева же расположено устройство для утилизации содержимого и мойки туалетных кассет. У тех постояльцев, кто не может дождаться моря, есть возможность поплавать в большом каркасном бассейне. Кстати, управляющий сказал, что скоро откроется и подогреваемый бассейн отдельно для отдыхающих в кемпинге. Для любителей попариться есть банный комплекс. Для маленьких гостей организована детская площадка. А нам пора ехать дальше. Азовское море в этих местах встретило нас ветром и большими волнами. И хоть кемпинг «Южный» расположился на самом берегу, первые дни нам только и оставалось, что прогуливаться вдоль берега и наслаждаться красивыми закатами.
В этом кемпинге можно остановиться не только с палаткой или автодомом, но и арендовать небольшой домик или такой своего рода теремок. На территории есть небольшой магазинчик и кафе. Тем временем Нептун, он же Посейдон, в общем, Аквамен, сменил гнев на милость, и волны заметно поутихли. Наконец-то обитатели постарше отправились плавать кто на чем, например, на арендованном тут сабборде. А те, кто помладше, могли вдоволь порезвиться у кромки воды. Ветер не утихал, и мамины пираты могли поиграть на корабле или в игровой комнате, в которой за ними присматривает детский аниматор. Ближе к концу нашего отдыха в этом кемпинге море успокоилось, и мы смогли наконец поплавать все вместе. Кстати, вот наше расположение относительно моря для вашего понимания, дорогие друзья. Ну что же, после 5 солнечных дней здесь и 16 дней нашего отпуска пора отправляться в обратный путь. В это место в Ростовской области мы приехали довольно поздно и практически ничего не снимали. Но все же нам удалось прогуляться по территории и оценить ту небольшую часть красоты и прелести этого очень достойного места, на которую хватило времени. А утром быстрые сборы и снова в путь. Несколько секунд, и магия монтажа переносит нас на парковку парка отдыха Лага, что находится в Ростовской области. Раньше, по рассказам бывалых путешественников, до середины 2022 года можно было остановиться с автодомом на ночлег прямо на этой парковке. Однако, по вине наших нерадивых коллег-караванеров, которые однажды оставили после себя беспорядок и разруху, руководство парка запретило это делать. Но не будем о грустном и пойдем на территорию. Парк Лага в первую очередь знаменит тем, что вход в него абсолютно бесплатный для всех посетителей. Созданный в далеком 2012 году местным предпринимателем, он и по сей день расширяется и развивается. Парк оформлен в старорусском стиле с элементами сказок, былин и многочисленными водопадами. Вот фигура орла с водопадом и прудом с рыбками. Вот еще один красивый водопад. А это камень и водопад. Также можно полюбоваться, как красивые белые лебеди чистят свои перья. И водопадом. А тут находится лебедь-шипун и его черные братья. На большой площади с теремками можно купить сувениры и при желании перекусить, любуясь настоящей крепостью.
В наличии даже тот самый камень из русских сказок, но сулящий только добро. Кстати, вход с мечом в парк не разрешается, о чем недвусмысленно намекают останки какого-то бедолаги. Проголодавшись, вы можете полноценно подкрепиться в одном из кафе, войти в которое можно через дверь во рту той самой головы богатыря-великана из поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Руслан и Людмила». Ах да, по всему парку можно обнаружить разные необычные и забавные фигуры. Тут и медведь с бочкой меда, и деревья причудливой формы, которые будто попали к нам из сказки. Вот фонарь с глазами, а вот три кабана. А это еще один оживший фонарь. Встречаются ожившие урны, вазоны для цветов и другие, будто бы попавшие сюда со страниц старых русских легенд, обитатели. А нам тем временем снова пора в дорогу. Дети уснули, телепортируем их в следующую локацию. А именно в мотель «Тихий дворик», что в Ростовской области. Это действительно тихое и очень уютное местечко, слегка удаленное от трассы. По договоренности с администратором мы разместились за основной территорией мотеля, но с подключением к сети 220 вольт. Мы не гордые, и нас вполне устроили такие условия. Мальчишки сразу нашли себе, так сказать, детскую площадку с щебнем, остатками плитки и других стройматериалов. В общем, веселое и интересное для них место. А мы, наконец, расположились и, с трудом оторвав сорванцов от такого увлекательного копания в грязи, направились ужинать в кафе, что расположено на территории мотеля. Отправляемся дальше. Этот семейный кемпинг, я думаю, знаком многим из вас, друзья, кто путешествует по этому направлению. Он расположен на границе Ростовской и Воронежской областей в 3 километрах от трассы М4. Хозяева, которые живут тут же, очень постарались, чтобы сделать место таким душевным и в то же время предложить очень хороший сервис. И высокая оценка путешественников на сайте Ervaland является тому подтверждением. Большая территория, ровная твердая поверхность, залив чистой воды, слив отходов и даже зарядка для электромобилей. Вот составляющие отличного кемпинга.
А если к этому еще и добавить фермерское молоко, фермерские яйца и овощи, которые радушные хозяева бесплатно предлагают дорогим гостям в столовой каждое утро, сомнения не остается в том, что это одно из самых достойных мест, которые нам удавалось посетить. Прачечная для стирки, кстати, также в наличии, но по договоренности с хозяевами. Ну что же, мы отправляемся в путь домой. По пути мы еще остановились в кемпинге на Кудыкиной горе, но было поздно, и мы больше ничего не снимали. На этом наш дебютный ролик подошел к концу. Друзья, если ролик вам понравился, то ждем от вас лайков и комментариев. А если вам интересны новые ролики про будущие поездки, то подписывайтесь на нас, а также нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Также подписывайтесь на наши социальные сети. Там тоже мы будем выкладывать много чего интересного. Благодарим вас за внимание.